Всем привет! На связи Харьков. Вот такая новая инсталляция появилась в саду Шевченко. Здесь открыли клумбу, посвященную донорству. Харьковские коммунальные службы высадили многолетние растения в тематической инсталляции «Пожертвование спасает жизни». С предложением посадить клумбу выступили сотрудники Харьковского центра плазмы. Они сообщили, что эта инициатива является подарком городу и благодарностью харьковским коммунальным предприятиям за активное участие в донорском движении. К созданию установки подключились специалисты коммунального предприятия «Харьков-Зеленстрой». Если присмотреться внимательно, то инсталляция создана в виде кольца, где одна рука передает другой каплю крови. И пока готовилось видео к публикации, инсталляция исчезла на следующий день после установки. Убрали ее по неизвестной причине, но обещают вернуть через несколько дней. В Харькове уже существенно похолодало. Но какой бы ни была погода, этих людей вы увидите на улицах города с самого утра. В Саржином Яру, кстати, готовят растения к зиме. Прикапывают их, чтобы растения могли перенести зиму. И продолжается, несмотря ни на что, благоустройство города. Перекрытая в центре города улица Квитки-Основьяненко. Коммунальщики закатывают тротуар, а дорогу готовят к укладке асфальта. В Харькове появился мурал волонтеру, который спасал людей на Северной Салтовке. Антон Хрусталев трагически погиб 16 марта 2022 года во время российского обстрела из градов. Он стал одним из первых волонтеров Харькова, кто с начала полномасштабного вторжения России активно занимался эвакуацией мирных жителей из опасных районов города, особенно из Северной Салтовки. По словам его соратника, музыканта и волонтера Василия Рябко, за 2 недели они вместе эвакуировали около 300 человек. Антона Хрусталева похоронили в пригороде Харькова. За свой подвиг он был посмертно награжден медалью за оборону города-героя Харьков. 8 октября Россия ударила кабом по одной известной зоне отдыха на Северной Салтовке. Местные жители очень любят это место, называют его одним из красивейших мест в городе. Из-за удара погибло 2 человека, 5 пострадали. Эти 2 погибших людей – 69-летняя женщина и 75-летний мужчина, которые просто прогуливались по парку и находились примерно в 40 метрах от места падения снаряда. В этом парке есть источник питьевой воды, поэтому там почти всегда есть люди. Утром 8 октября также был прилет по предприятию в индустриальном районе Харькова, в результате чего пострадало 28 человек. Всего же за 8 октября в Харькове 3 погибших и 33 раненых. Россияне сбросили на Харьков и пригород 6 авиабомб, в том числе 3 из них были направлены на Малоданиловскую громаду. В результате были повреждены несколько домов, а в Черкасской Лозовой снаряд не разорвался. 500-килограммовая бомба не сдетонировала.
днем 9 октября снова прогремел взрыв в Харькове. Слава богу, этот удар пришелся по открытой территории в Шевченковском районе, обошлось без жертв. В близлежащих многоэтажках выбиты стекла. А в пригороде Харькова КАП прилетел прямо в жилой частный дом. В поселке Слатино повреждено в общей сложности не менее 10 домов и электролиния. Вот так сегодня выглядит один из жилых домов на Салтовке, который пострадал от недавнего прилета. А сейчас приглашаю вас прокатиться на трамвае по улицам Харькова. Приятной всем прогулки!